Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Май. Что скрывает будущее? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в мае месяце в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас серьезное планетарное событие, как Уран в Близнецах. А май это первый месяц, причем Уран в Близнецах не до 1 месяц, а это аж на 7 лет, с заходом на 2033 год. И первый месяц нам показывает, может быть, какие-то наши приоритеты, как раскрывает новые возможности. Вполне вероятно, может совпадать с пересмотром ваших планов, мои дорогие. Но здесь конфигурацию Сатурна хотелось бы, это ваша планета-управитель. Мы знаем, что это Сатурн, ну, сложная такая, тяжелая планета, как владыка времени, владыка судьбы, владыка кармы, Кронос, да, олицетворяет. И у нас Сатурн находится в прямом движении в мае месяце, но он в тех же самых градусах, в которых был прежде. И на начало года, на конец 2025-го, что это, о чем свидетельствует? О том, что какая-то прежняя история на нас не оставила. Но вполне вероятно, это вы будете что-то реструктурировать, менять, трансформировать. И 2026 год, он как раз проходит в этих энергиях. Более того, до конца июля по 27 у нас пробудет именно Сатурн в прямом движении, а далее с 27 по 11 декабря, почти до конца года, Сатурн уходит в ретроград. Поэтому хотим мы того или нет. Некоторые дела наспех не делаются. Поэтому какая-то прежняя история, она, знаете, как для вас может олицетворять судьбоносную, когда вы будете именно что-то переделывать. Может быть, словно забирать что-то свое. Или когда для вас будут открываться некоторые перспективы даже по прежним ситуациям. Будьте к этому готовы. Итак, смотрим, на пороге каких событий вы стоите. С вами говорю, но уже раскладываю карты. И карты именно пасьянса нам про события больше рассказывают и показывают, наглядно демонстрируют. Пока не вижу совпадений. И когда так происходит, да, вот первый ряд у нас спокойный, поэтому вполне вероятно еще вот на первые числа мая или первую неделю где-то, да, ну, спокойное течение жизни. Смотрите, у вас может быть, у кого-то знакомство, я не исключаю, цыганка. Поэтому, наверное, цыганский пасьянс называется. Хотя это совсем не о цыганах отнюдь. Вообще прописано, что это как лицо. Это тот просто человек, которого мы не знаем. И здесь у вас выпадает маска. Может быть, это действительно новое знакомство, которым вы не доверяете. Может быть, и человек. Вот недавно познакомились, рано делать выводы. Может быть, это и просто та персона, кстати, все-таки для кого-то из вас это будет олицетворение работы. Почему нет? Или каких-то ваших, вот две предупреждающие карты или значения, маска и змея. По змее это, ну, иногда мы говорим обман, да? Поэтому сами включите змеиный режим. Ну и, или имейте эту маску за пазухой, потому что есть какой-то человек, который себя как будто явно не выдает. Вам о себе, может быть, много не рассказывает, а за это время меняет уже какие-то свои планы. Но для вас, может быть, и в плюс даже, да, человек тут как помеха какая-то может уйти. Я такое предположить могу. То, что вам прежде, может быть, досаждало или ставило вас как в тупик, или когда вы сами кому-то не верите, может быть, и правда есть такая персона. У человека могут меняться планы. Но для вас это сопряжено с исполнением желания. Ну, это один из вариантов, потому что у кого-то будет просто, как вот будь осторожен с новыми людьми. Или пусть эти люди даже будут как олицетворение кого-то в коллективе, например. Или пошли вы решать какой-то вопрос, мои дорогие. Вот я такое допускаю. А все же карта нам будет говорить исполнение желаний. Именно корабль, один из символов Меркурия, да, это как раз планета-управитель Близнецов. И корабль – это еще и перемены. Поэтому исполняется желание. И вот именно в середине у нас где-то выпадает это значение. Поэтому что-то меняется. Все то, что я говорила до карт, может быть, это связано больше с астрологией. Более того, мои дорогие, у вас еще совпадает подкова. Подкова – это семейное счастье, так прописано, поэтому личная жизнь. И на последнем месте, может быть, вопросы дома, недвижимости,
Ну, а прежде мы знаем, что подкова это было как на удачу, да, символ. А у нас сегодня, на сегодняшний день, да, до конца года и с заходом первые месяцы 2027, это год лошади, мои дорогие. Очень символично подкова, поэтому для вас постепенно наступает доброе время. Или когда исполняется желание, когда кто-то из вас, может быть, э, вступит в брак, может быть так, а может быть это какое-то знакомство или которое как дружба, вот это будет продолжаться. Может быть это вы сумеете, а первые предпосылки будут как раз закладываться в мае по личной жизни, ну и по месту пребывания, проживания. То есть это буквально сами стены, ну и кто в этих стенах находится. Вот такие добрые значения. Смотрю, что у вас еще совпало, и в нашем пасьянсе мы можем соединять значения карт по горизонтали и по вертикали в крайних рядах. И у нас выпадает костер, символ домашнего очага. Очень символично тому, что я только что сказала, потому что подкова – это у нас семейное счастье. Ну или домашнее, личное какое-то счастье. Что-то стабилизируется, но и, может быть, требует от вас нового восприятия или где-то коррекции планов. Я не могу это отрицать, но в вашу жизнь идет любовь. Роза, любовь. Очень символично. Иногда даже, кстати, я должна сказать, но пусть в этом пасьянсе не прописано. Но это если мы берем Ленорман, в некоторых колодах Ленорман, змея означает страстную любовь. Мы, наверное, все разные, поэтому перекладывайте на себя. И пока я с вами говорила, все пересмотрела, как мне кажется. А вот смотрите, есть и еще и закрытый путь. Может быть, это вы куда-то собираетесь поехать, но еще в мае не поедете. Или когда вы сами пересмотрите сроки. Для кого-то из вас это может быть даже пересмотр, допустим, работы. Может быть, это вы не верите, кстати, да, так вот немножко близко как бы совпадает, можем сказать, закрытый путь. Вот правда, тут человек, может быть, меняет свое мнение, или какие-то помехи, которые вот в виде этой маски были у вас прежде, а теперь как судьба им закрывает путь. Вот я такого тоже не могу отрицать. Ну и, наверное, будьте готовы к тому, что человек может, тот человек, которого вы, скорее всего, уже знали, для некоторых из вас, пусть не для каждого, он, знаете, как вновь может появиться в вашей жизни, или даже какая-то история, которая встала на паузу, пусть медленно, но верно может начать продолжаться. Причем в каком-то новом знаменателе. Я, по крайней мере, такое допускаю. Ладно, идем с вами вперед. И помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Явно нам придется какие-то альтернативные методы либо искать, либо что-то трансформировать, пересматривать, может быть, и свои планы менять, не без этого. Как изменится ваша реальность, мои дорогие, в мае? Что скрывает будущее? Достанем 4 карты, которые будут для нас как важные подсказки на основные сферы жизни. И первое – любовь, личная жизнь для козерогов в мае. Как изменится ваша жизнь? Вторая карта – финансы. Что будет меняться для вас в мае? Третья карта – в целом ваше благополучие, как атмосфера вокруг вас, невидимая энергия, что для вас узнаем. Ну и как изменится ваша жизнь по части работы, достижений, важные встречи, контакты, может быть и документы, может быть и планируемые какие-то поездки. Итак, любовь и личная жизнь, что для вас нам расскажут карты. Любовь и личная жизнь по королеве чаш – это близкие люди. Может быть, для кого-то из вас иногда, вот, кстати, кубковые карты говорят о людей семейных или о людей в паре. Это ваш партнер. Или это пусть будет, ну, где-то ваши домочадцы, близкие, да. А для кого-то буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, да. И какая-то история, может быть, история дружбы. Это сама по себе любовь, это чувство, безусловно. Но, может быть, иногда эта карта говорит об ожидании. Может быть, это было какое-то ожидание с вашей стороны. Ну, тут посмотрите, очень добрая энергия. Все стремится у нас к миру, хочется сказать, да? Неважно, из какой страны вы смотрите мое видео.
у кого-то идет война, а где-то просто, как я говорю, опасно выходить на улицу, может быть, когда стемнело. Но вот, видимо, так складываются, может быть, отчасти планетарные транзиты или сама Вселенная стремится и подталкивает сильных мира сего, чтобы были приняты какие-то миролюбивые решения. Может быть, мы с вами услышим, что больше будет мира, порядка, покоя где-то и в нашей жизни, но и вообще в какой-то внешней обстановке, потому что ведь это старший аркан. Но если мы говорим о вашем знаке зодиака, с кем-то помириться, правда, вы можете. Для кого-то из вас, и я не исключаю, может быть и новое знакомство тоже. Но тогда по аркану мир, тут знаете, для кого-то из вас может проиграться, если мы говорим новое знакомство. Вам захочется как-то стабильности. Но, может быть, не торопите события, потому что мы говорили, да, тут могут быть проходить как люди, нам не говорят о надежности. Но о том, к примеру, что какая-то история будет продолжаться долго, вот это я не исключаю, которая, может быть, еще должна пройти разные вехи. Но для тех, кто в отношениях, по крайней мере, это точно, какова бы ни была ваша ситуация, если у вас сейчас все относительно спокойно, значит, тут вы будете заниматься именно вопросами вашей пары, вашими планами, потому что, ну, может быть, у кого-то и будет совпадать с переездом или поиском жилья, да, я все-таки не исключаю, мы опять же разные, но это, знаете, на какой-то добрый прогресс. А для тех, кто один или одна, тут можно тоже как будто завершить свое одиночество. Вообще не буду доставать карт, потому что очень добрые энергии идут в мае месяце в вашу жизнь. И это все то, что касается и чувств, и, может быть, каких-то важных решений. Финансы для козерогов. Ну, по двойке жезлов девушка смотрит в окно, ничего не меняется, да? Может быть, от вас потребуются какие-то действия, но по этой карте мы уже строим планы, как изменится ваша жизнь по финансам. По рыцарю чаш могут быть подарки, какие-то предложения, какие-то, знаете, все же эта карта кубковая, с учетом дуплета, который у нас касался личной жизни, как помощь вашего партнера, такое я не исключаю. Но, может быть, для кого-то из вас, вот смотрите, вы на финансы. Правда, может быть, или планируемая смена работы, или, может быть, когда вы именно в мае, к примеру, будете для себя вторичный доход рассматривать или искать, и для вас будет то, что вас вдохновит. Ведь это карта вдохновения и хорошего настроения. И десятка жезлов, когда мы все же подводим тоже что-то к итогу. Когда мы понимаем, что вот как в прежнем русле так дело не пойдет, наступает время нам словно или куда-то отправиться, или что-то видоизменить. А что это такое? Что в финансах ожидает Козерога? Ну, радость нам сказали, да, хорошее настроение. Что-то вас действительно будет радовать. Это может быть как новое творчество или новый способ заработка. Но для кого-то это может быть и предложение по работе. Ну, праздник. Как будто останетесь вы довольны финансами, мои дорогие. Ну, правда, у кого-то у вас такие значения, как могут быть, может быть, ресурсность вашего партнера. И об уране в близнецах. Тут какая-то конфигурация, когда в жизни ваших, может быть, даже близких людей что-то меняется, и это будет каким-то образом оказывать влияние на вас самих. Вы и свои планы где-то будете корректировать. Видимо, из ваших планов и из планов, ну, с кем вы сотрудничаете, или кто для вас может быть партнер по бизнесу, или кто у вас ближний человек, близкий человек. Будет складываться какая-то общая картина по финансам. Ну, нам четко сказали две карты, что карта радости, карта счастья, карта любви, где-то взаимопомощи, выручки, поддержки и карта праздника. Это у вас на финансы. Ваше благополучие, мои дорогие козероги. Праздник после победы. Вот правда, иногда эта карта символизирует вопросы дома, недвижимости. Буквально хижина у нас здесь и праздник, как будто люди делят праздник друг с другом. Очень добрая карта, когда означает якорь, стабильность, надежность. Когда мы в целом довольны. Нет тут какой-то синкопы, неожиданности, мои дорогие. И вот смотрите, две четверки. Может быть такое настроение, когда вообще ничего не хочется менять. Может быть и будут те события, которые вас таки заставят, ну, некоторые истории переосмыслить.
Ух ты, как тут интересно. А на ваше благополучие будет у вас такой момент какой-то поворотный. Будьте к этому готовы в мае. Это будет касаться вашего благополучия. И я по верхнему ряду могу предположить, как и смена планов не только ваша, но и ваших близких, может быть, по семье. Может быть, это у кого-то дружба, когда отношения могут уже пересматриваться. Проживать, например, вместе. Уже несколько карт нам об этом сказала. Или когда вы будете надумывать о том, что или допускать, может быть, как новый вид заработка, у кого-то работа на дому. Кстати, по четверке жезлов, жезлы все-таки это у нас дела, работа, бизнес, или откуда к нам приходят деньги. Но точно так же благополучие может складываться, когда люди друг другу дают обещания, начинают проживать вместе, может быть, планируют уже закрепить узы какие-то или перевести дружбу на новый уровень. Вот есть здесь для вашего благополучия, как фортуна сейчас на вашей стороне. Однако придется договариваться. Девушка у нас, посмотрите, стоя на цыпочках на одной ноге. Волшебный танец танцует и вращающее колесо. Вот, а под этим вращающимся колесом еще 3, причем каждая в свою сторону крутится. Тем не менее, ей удается, да? Его величество случай, 2 кубика на груди. Вот у вас будет в мае. И, может быть, оно потребует, или сам по себе случай, может быть, информация, или как-то сложится так обстоятельства. Размышление потребует. Но точно так же эта карта будет говорить: мы приводим мысли в порядок, мы приводим дом в порядок. Мы теперь себя перестраиваем, когда мы анализируем, что уже вообще не имеет никакого значения, а что требует еще, может быть, нашего внимания, или есть смысл продолжать. Вот какое-то переосмысление может быть, знаете, с таким поворотным событием или новостью, когда вам еще дополнительно, это карта скорости, когда вот 2 полярные карты, это, по сути дела, пауза, 4 мечей мы говорим, да, а по колесу фортуны, может быть, и будет тот момент, когда вы уже что-то распланировали, а вам придется это вот прежний какой-то план. Или пусть это будет день для кого-то, да, когда вам необходимо свои планы, которые уже у вас были, как будто оставить и быстро переключиться на что-то другое. Кое железо пока горячо. Вот есть такое значение. Потому что мы ведь спросили о благополучии, мы говорим, это как энергия вокруг вас невидимая. Так вот будет тот день, а может быть это будет неделя или несколько дней, может быть час какой-то, когда 1000 дорог сходятся в вашей точке, и вам нужно именно ухватить этот момент. Поэтому и требуется от вас, как вот что-то оставляем и быстро переключаемся на какие-то вопросы. Тут ведь может быть, знаете, какой вопрос? Когда, допустим, вы хотели оформить какой-то документ, раньше не получалось, или, ну, как-то так вот карта не ложилась, да? Тут удача, ведь фортуна – это удача. Будет момент удачи, но он будет зависеть от того, как вы это не поставите на паузу. Как вы сумеете вот и победу, и праздник после победы взять в свои руки. Ваши достижения. Что будет меняться? По 7 мечей, но это не та карта, когда мы всем доверяем. Ну, наверное, и карты-то, в принципе, тут нам и змея, и маска выпадала. И я больше вижу дела, работа, бизнес. Может быть, те же самые документы. Какой-то такой спорный момент у вас будет. Или когда, ну, себя придется так на что-то настроить, принимать Соломоново решение, чего-то не упустить, потому что по этой карте есть значение забрать свое. А может быть, это какой-то альтернативный вариант. Вы не собирались так действовать, вы не собирались с кем-то взаимодействовать, а вам судьба именно может, как проверку на прочность, какую-то историю, которая вам была знакома, как бы преподнести в новом варианте. И вам или для вас выбор не будет великим. А может быть, вот буквально и действовать придется, принимать какое-то хладнокровное решение и, может быть, планировать какую-то поездку, контакт или оформление каких-то документов именно для того, чтобы какую-то как давнюю мечту или какой-то ваш план, вот переключиться с одного плана на другой. Потому что именно в мае вы можете это осуществить. И это будет для вас сопряжено с каким-то очень сложным выбором.
И тут нам говорят, ты не замечтайся. Конечно, тут по этой карте нельзя замечтаться дважды, потому что иногда, как мы говорим, карта вора, да? Ну, хоть и не прописано, но иллюзий никаких не должно быть. А по семерке кубков это и есть карта иллюзорного успеха. Вот вам, смотрите, нельзя расслабляться. Нельзя как будто думать, что вот как было прежде, оно будет так и дальше. С другой стороны, нельзя попасть в какую-то зависимость, мои дорогие. Потому что мы как будто сами можем стать заложниками данных обещаний. Или когда мы согласимся на что-то, и, может быть, не успели додумать. Вот с другой стороны, вам помогает, опять же, фортуна или какой-то момент, когда вы узнаете новость неожиданную, или это ваш собственный инсайт, когда, ну, вот, как мы говорим, до меня дошло, да, ну, бывает же такое, мы, ну, увидели обстоятельства, ситуации, людей, да, что угодно, в одном каком-то формате, в одном свете, а здесь у нас как преломление этой реальности. Пусть это в нашем сознании происходит, мы понимаем, нет, тут все не так. Поэтому будет, может быть, какой-то поворотный момент, когда какая-то даже пауза, мои дорогие, она вроде бы стремится к завершению или разрешению какой-то вопрос, а вы к этому времени просто не верите. А вам надо действовать, а вы можете себе сказать, а я еще подожду. Точно. Начало. Будьте готовы для ваших достижений. И пусть это даже для кого-то будет перекликаться отчасти с личной жизнью, вопросами дома, переезда. Будьте готовы к тому, что тут прямо вот как кого-то за дорогу позовет. Или кого-то обстоятельства, ну, будут подталкивать, чтобы вы какое-то однозначное решение или выбор сделали. Не потеряли времени даром. Потому что туз пентаклей – это шанс, мои дорогие. И где-то шанс и на деньги, шанс и на работу. Поэтому здесь идут альтернативные, хочется сказать, энергии по части достижений. Не подзастрять в каких-то собственных планах. Вот будет для вас, ну, такая задача. Может быть, это то, что кому-то из вас очень важно услышать. Поэтому, если мы готовы к переменам, значит, как-то внутренне надо настроиться на этот лад. Стало быть, и есть возможность взять мечту. Да, себя сохранять придется, безусловно. Но не все ведь в нашей жизни как широкое шоссе или как какая-то улица, которая обозначена, ну, какими-то уже флажками или значениями, да, как подсказки идут. А вот именно услышать самого себя и правильно оценить обстановку, которая вокруг, или то, что вам приходит, может быть, с новостью, предложением, потому что иногда туз пентаклей – это тоже новость. Тут может быть, смотрите, одна новость, и следом за ней другая. Или одна новость, а для кого-то из вас следом как возможность какой-то документ оформить или на что-то согласиться. Но одним словом, перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.